Это случилось в одном популярном ресторане, который славился не только вкусной едой, но и превосходным обслуживанием. Среди официантов была молодая девушка по имени Ирина, которая работала здесь уже несколько месяцев и зарекомендовала себя как ответственная и дружелюбная сотрудница. Однажды в разгар вечера в зал зашла пожилая женщина. Ее звали Галина, вместе с мужем. Они заказали несколько блюд, и все шло как обычно. Но внезапно посреди разговора Галина начала кашлять и задыхаться. Официанты, конечно, сразу заметили это, и Ирина, не раздумывая, поспешила на помощь. Она быстро подошла к женщине, увидела, что та задыхается, и поняла, что ей нужно немедленно оказать первую помощь. Ирина схватила ее за плечи, попросила других гостей не паниковать и, благодаря своему быстрому реагированию, сделала несколько необходимых маневров, которые помогли Галине вновь начать дышать. Через несколько минут та пришла в себя, поблагодарив Ирину за помощь. Однако в тот момент, как Ирина была занята помощью женщине, в зал вошел администратор ресторана, мужчина по имени Павел. Он был известен своей строгой дисциплиной и любовью к порядку. Когда он подошел к Ирине, у нее на лице было выражение облегчения, а Галина, сидя на стуле, уже поправлялась, выглядела намного лучше. «Ты что, с ума сошла?» — резко сказал Павел, обращаясь к Ирине. «Как ты можешь оставлять свои обязанности, бросать клиентов и вмешиваться в чужие дела? У нас тут ресторан, а не больница». Ирина растерянно посмотрела на него. Она была уверена, что спасать человека в такой ситуации — это нормально, но Павел, очевидно, был не согласен с ее действиями. Тем временем Галине, наконец, стало легче, и она поблагодарила Ирину за спасение. Но, не успев прийти в себя окончательно, она почувствовала, что кто-то смотрит на нее. Мужчина, стоявший рядом с ней, представился как владелец ресторана. Оказавшись рядом с Павлом, мужчина выглядел строго, но, услышав о произошедшем, его лицо изменилось. «Павел, не знаю, что произошло, но это моя жена», — сказал мужчина. «Я владелец ресторана, где вы работаете». Он обратился к Павлу с яростным голосом. «Я наблюдал за ситуацией. Эта девушка была единственной, кто, не думая о правилах, пришла на помощь моей жене. А ты что сделал, Павел? Нарушил всю атмосферу. Ты не только не помог, но и наехал на нее, когда она пыталась спасти человека. Это неприемлемо». Павел был ошеломлен. Его лицо побледнело, когда он понял, что женщина, которую он считал просто старушкой, на самом деле была женой самого владельца ресторана. Он попытался оправдаться, но понимал, что в этой ситуации его действия были нелепыми. Галина повернулась к Ирине и, улыбнувшись, сказала: «Ты спасла мне жизнь, и я горжусь тем, что в нашем ресторане работают такие люди. Я не могу оставить все это без внимания». Ирина была ошеломлена. Муж Галины, тот самый владелец ресторана, подошел к ней и сказал: «Ты сегодня проявила мужество и доброту, и я благодарю тебя за это. С завтрашнего дня ты будешь новым администратором ресторана, а этот человек, — он указал на Павла, — уволен». Ирина почувствовала, как гордость и облегчение переполняют ее. Взгляд Павла был полон злости и разочарования, но уже было слишком поздно. Он проиграл в битве за человеческие ценности и ответственность. С этого дня Ирина стала администратором ресторана, и ее руководство принесло ресторану новые высоты, потому что доброта и уважение к людям всегда были на первом месте. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.